«Мама, ко мне ночью приходит какой-то дядя», — сказала дочь со страхом в глазах, но когда родители установили камеру, они были шокированы увиденным. Мягкий утренний свет пробивался сквозь шторы маленькой квартиры на окраине Калининграда, ложась на стены неровными полосами. Ирина с усталым вздохом вошла в комнату дочери, где среди разбросанных игрушек и цветных рисунков, аккуратно приклеенных к стенам, тихо спала ее 5-летняя Лиза. «Пора вставать», — тихо сказала она, присев на край кровати и нежно поглаживая девочку по спине. Лиза зашевелилась, приоткрыла глаза и сонно улыбнулась, обняв маму. «Доброе утро, мамочка», — прошептала она. «Доброе утро, моя принцесса. Сегодня твой большой день, надо готовиться». В голосе Ирины звучала гордость. Лизе предстояло первое выступление в детском саду. Пока девочка одевалась, Ирина спустилась на кухню, где быстро приготовила завтрак. За столом Лиза взволнованно рассказывала о предстоящем концерте, кусая бутерброд. «Я боюсь, мам, вдруг я все забуду». Ирина поставила перед ней стакан сока, ласково улыбнулась и сказала: «Ты справишься, малышка. Ты готовилась. Ты умница». Лиза кивнула, в ее глазах зажглась надежда. После завтрака Ирина помогла ей выбрать костюм для выступления, тщательно приглаживая вихры дочери. Глядя на ее отражение в зеркале, Ирина почувствовала легкую тоску. Время ускользало слишком быстро. Они вышли из дома, быстро пересекли двор, и вскоре их встречал старый серый корпус детского сада. В зале царило напряженное оживление. Родители обсуждали предстоящее мероприятие, а дети в ярких костюмах собирались в группы. На входе их встретила преподавательница, Валентина Николаевна, строгая, но справедливая. «Лиза готова?» Девочка молча кивнула. Ирина наклонилась к дочери. «Я здесь, я рядом. Ты справишься». Она заняла место в первом ряду рядом с Павлом, отцом Лизы, который в последний момент смог вырваться с работы. Павел крепко пожал Ирине руку, и они переглянулись, разделяя общее волнение. Когда огни начали гаснуть, сердце Ирины застучало в висках. Она с замиранием следила за выступлением детей. Наконец, настал черед Лизы. Она вышла на сцену, чуть не споткнувшись о край ковра, но быстро взяла себя в руки. Красивое платье, аккуратная прическа, она выглядела как маленькая фея. Лиза двигалась под музыку, ошибаясь лишь иногда, но быстро исправляясь. Когда концерт закончился, зал взорвался аплодисментами. Ирина и Павел поднялись, не скрывая гордости. Лиза с сияющим лицом махала им рукой со сцены. Позже Павел протянул дочери букет маленьких ромашек, и Лиза обняла обоих родителей. На ее лице светилась гордость. Вечером, замороженным в небольшом кафе на набережной, Лиза, смеясь, рассказывала о каждом своем движении на сцене. Ирина, глядя на нее, думала, что готова ради этих моментов пережить любые тревоги. Но когда наступила ночь, радость уступила место тревоге. Лиза спала беспокойно, ворочаясь и всхлипывая. Ирина переложила ее в свою кровать, поглаживая по волосам, но до самого утра спала тревожно. На следующее утро за завтраком Лиза вдруг сказала: «Мама, ко мне ночью приходил мужчина». Ирина насторожилась. «Какой мужчина, Лиза?» «Большой, с седыми волосами. Он сидел у кровати и гладил меня по голове», — ответила девочка. Ирина обменялась встревоженным взглядом с Павлом. Они решили, что это сон, результат пережитого волнения. Весь день прошел в попытках отвлечь Лизу. Они гуляли по парку, катались на карусели, кормили голубей. Казалось, все наладилось. Но ночью история повторилась. Ирина проснулась от тихого плача дочери. В тишине квартиры, где, казалось, слышно, как бьются сердца, Ирина решительно посмотрела на Павла и сказала: «Нужно установить камеру в ее комнате».
На следующий день Павел пригласил специалиста. Камеру установили так, что она фиксировала всю комнату. Ночью Ирина не могла сомкнуть глаз, прислушиваясь к каждому звуку. Павел сидел перед монитором, наблюдая за спящей дочерью. Сначала все было тихо. Потом, ближе к утру, на записи появилось движение. Павел замер. Он увеличил изображение. Камера зафиксировала фигуру седого мужчину, пробирающегося через окно. Павел и Ирина бросились в комнату Лизы. И то, что они увидели, повергло их в шок. Перед ними стоял человек, которого Павел не видел много лет, его отец Виктор. Человек, с которым он прервал отношения после того, как тот оказался в тюрьме за кражу. Ирина инстинктивно прижала Лизу к себе. «Как ты сюда попал?» С трудом сдерживая ярость, прошипел Павел. Виктор виновато опустил голову и сказал: «Я хотел увидеть внучку. Я нашел вас через старых знакомых. Я просто скучал». «Через окно? Ночью?» Павел не верил своим ушам. Виктор тяжело вздохнул. «Я знал, что ты не откроешь, если я просто постучусь. Я хотел увидеть ее хоть краем глаза». Лиза, прячась за матерью, все же выглядывала на дедушку с интересом. Прошло несколько напряженных минут. Павел принял решение. «Если ты еще раз войдешь в этот дом без нашего разрешения, я вызову полицию. Если хочешь быть рядом, приходи днем, нормально, без фокусов». Виктор кивнул, понимая, что ему дали последний шанс. Первые встречи были осторожными. Виктор приходил днем, приносил Лизе игрушки, читал книги, рассказывал истории. Девочка быстро привязалась к нему. Павел все еще настороженно наблюдал. Только через месяцы он позволил себе начать верить, что его отец действительно изменился. Однажды вечером, когда Ирина укладывала Лизу спать, Павел и Виктор остались на кухне. В молчании Павел налил чаю и, наконец, спросил: «Почему тогда? Почему ты угодил в тюрьму?» Виктор отвел взгляд. «Меня подставили. Я был молод, глуп. Ввязался в дело с людьми, которым не стоило доверять. Они исчезли, а я сел. Твоя мама не могла простить, а я боялся вернуться». Павел долго молчал, сжимая чашку в руках. Но теперь он смотрел на отца иначе. С каждым днем Виктор становился частью их жизни. Он научился быть терпеливым, слушать, помогать. Лиза с восторгом рассказывала ему о своих мечтах, Виктор внимательно слушал каждую. Ирина, сдержанная вначале, теперь видела, как их семья становилась крепче, словно старые раны заживали. Иногда вечером, сидя на лавочке у пруда, где Лиза кормила уток, Виктор рассказывал ей о своем детстве. «Дедушка, а ты правда был смелым?» «Был, малышка», — улыбался Виктор. «Но еще важнее — быть мудрым». Ирина, наблюдая за ними, понимала: прошлое нельзя стереть, но можно построить лучшее будущее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.